Друзья, всем привет! Это первое видео с моей экспедиции на Чаою, шестую вершину мира высотой 8201. Все начинается в шумной и пыльной столице Непала Катманду, где мы быстренько оформляем документы, садимся на джипы и по жутким непальским дорогам отправляемся в сторону китайской границы. Границу мы проходим, начинаем набирать высоту и постепенно покидаем цивилизацию. Грузовики сменяются яками, и мы доходим до второго базового лагеря на высоте чуть более 5000 метров. Будет интересно, поехали! Намасте, друзья! Привет из Непала! Я уже третий день в столице Непала Катманду. На самом деле для 8000-х экспедиций это долго, потому что обычно ты прилетел, день на сборы на организацию и отправился в трек или полетел к базовому лагерю на вертолете. Но в этот раз я иду на Чаою, это шестая по высоте вершина мира, 8201 высотой. Она находится на границе Непала и Тибета, Китая. То есть все дело в том, что с непальской стороны Чаоя очень сложная вершина. А вот с тибетской, с китайской она намного легче. И это один из самых популярных восьмитысячников и считается самым легким. Так ли это, мы проверим в нашей экспедиции. В этот раз я особо не тренировался, не кушал никаких витаминов. То есть как был, так и приехал. Наверное, это не совсем правильно. Стоило было чуть больше подготовиться, потому что собирался я за час в экспедицию, но посмотрим, как оно все получится. Так вот, почему я третий день уже в Катманду, потому что виза в Китай делается целых 3 дня. Мы отдали паспорты, отдали по 2 фотографии и сейчас просто ждем. Ждали 2 дня, я спал там, не знаю, до 2 часов дня спал, до 11 отсыпался после перелета. Сегодня уже день сборов, а завтра мы выдвинемся на джипах в сторону Китая, на границу, и уже начнется наша экспедиция. Уже жду не дождусь просто. Спустя сутки езды по непальским дорогам мы приехали к китайской границе. Вот она такая монументальная, конечно, среди гор. Там нельзя ничего снимать, фоткать, поэтому вот сейчас запишу видосик и пойду уже ко всем. 7 сентября мы в Тибете, в поселке Тингри, на высоте 4340 метров. Сегодня у нас акклиматизационный день, мы вышли прогуляться, сзади видны Чаою и Эверест. Подошли к ступени небольшой, она новая. Расскажу, что было прошлых 2 дня. Мы выехали из Катманду 5 числа, 8,5 часов заняла дорога к границе с Китаем. Дорога очень плохая на самом деле, стандартная непальская дорога. С одной стороны обрыв, с другой стена, дорога шириной как 1,5 машины, грязи иногда по колено. Местами есть чуть асфальта, в общем, разминаться на такой дороге с другими машинами встречными было то еще приключение. Я счастлив, что мы проехали, переночевали перед китайской границей и перешли границу. Перейдя границу, ты сразу попадаешь в какой-то новый мир. Тут и асфальтные дороги, бетонные парковки, и фонари. В общем, Китай, конечно, намного более продвинут в плане цивилизации, чем Непал, но я все равно все еще люблю Непал. Пройдя китайскую границу, мы 6 часов ехали к поселку Тингри, проехали перевал 5200 и заночевали на 4300. Перепад 2500 метров. На самом деле я опасался, что будет болеть голова, потому что это очень много, но пока все хорошо. Конечно, спалось так себе, но в принципе все отлично. Сегодня еще здесь ночуем, завтра уже выдвигаемся к базовому лагерю Чаою.
Еще в прошлый раз, когда ходил гору вокруг Кайласа, обратил на особое изобретение местных умельцев. Они к рулю мопедов или мотоциклов прикрепляют сразу перчатки, а иногда даже целый костюм. Руку вот засунул, поехал, не холодно, ничего не мерзнет, удобно. Покажу, как выглядит стандартный тибетский пейзаж. Вон внизу домики, видите, они такие более в тибетском стиле. На крышах обязательно сушатся какие-то дрова. Дороги проложили китайцы, вон вдали тоже виден уже китайский домик. Какие-то поля обрабатывают. Вон видна вершина Чоою. Вот там она, туда мы будем идти. Ну и, конечно, смотря на такой пейзаж, волей-неволей думаешь, как же тяжело здесь живется людям. Я просто не представляю, почему они не перейдут куда-то пониже, где зелени побольше. Тут же все однообразное, ветрено, ничего особо не растет. Короче, ад какой-то. Но тем не менее живут и не уходят. Для сравнения открылся вид на часть Тингри, которую застроили китайцы. Ровненькие домики, все новое, все выстроенное, все покрыто асфальтом, бетоном. Непонятно, конечно, чем они тут занимаются. Я говорил, идея в том, чтобы сюда переселить китайцев, они ассимилировались с тибетцами. Но что им тут делать, пока мне не ясно. Что, друзья, надо сказать, что от чего я особо ничего не ожидал, но вот мы подъезжаем к базовому лагерю. Вот она перед нами возвышается во всей красе. Явно большая, огромная гора. Вон слева виднеется где-то там в облаках вершинка Эвереста. Чоя гораздо ближе, выглядит гораздо выше. Красиво очень. Что, друзья, добро пожаловать в китайский базовый лагерь. Честно говоря, первый раз в таком базовом лагере. Мало того, что сюда приезжают разные машины, вот конкретно эта привезла все наше оборудование такое. Так тут есть еще бонус в виде синей какой-то неведомой хрени. Какая-то вышка, что они тут делают, добывают что-то. В общем, место не самое приятное, ветреное, обдуваемое, но здесь высота 4960, и для акклиматизации нам нужно пробыть здесь 2 ночи. Вот видна Чоя. Спустя какое-то время мы обустроили наши палаточки. Толстый матрас, подушка, все стандартно. Зато смотрите, какая няшная наволочка на матрасе с Микки Маусами. Сразу поднимается настроение. Круто. В китайском базовом лагере мы ночуем в высотных палатках. Они не очень большие. А уже в ABC будут палатки Эврика. Они прям как замок, можно пешком ходить. Я уже в своем видео с Макалу показывал вам такую палатку. Поднялся на 5640 на акклиматизацию. Вон там внизу виднеется наш лагерь. Покажу вам пейзажи, посмотрите. Какие все вершинки очень пологие. И склоны издалека, по крайней мере, кажутся просто идеальными для спуска на лыжах. А вот во всей красе виднеется Чоя, она большая. И в принципе наш путь вот куда-то сюда будет проходить, вот к вершине. Просматривается очень неплохо. А там уже за хребтами уже Непал, совсем рядом. На высоте атмосферное давление понижается, вследствие этого все продукты, которые упакованы в такие вот герметичные пакеты, они раздуваются. Вот видите, на примере кейка, вот как оп, даже не сжать полностью. Выглядит очень прикольно и смешно. Очень нужно быть осторожным, когда открываешь воду или там какие-то консервы, потому что часто оттуда просто вылазит, брызгает. Взвесили весь наш багаж, и сегодня мы отправимся с китайского базового лагеря на высоте 4960 в средний базовый лагерь на высоте где-то 5400 плюс-минус. Мы пойдем пешком, а все наши грузы поедут вот в этом грузовичке. Китайцы буквально в прошлом или позапрошлом году построили туда дорогу, так что теперь нету караванов яков, есть грузовики. Но все равно платишь за килограммы.
2,5 часа пути сначала по асфальтной, потом по бетонированной дороге. И вот мы в Intermediate Camp. Обратите внимание, это также лагерь китайской армии. Вон целая куча солнечных батарей стоит, здание специальное. Но есть место и для палаток. Чтобы не сильно спешить и нормально акклиматизироваться, нужно здесь провести одну ночь. Вот, собственно, наша красавица Чаойо виднеется. Честно говоря, несмотря на красивые пейзажи, идти по бетонной дороге было весьма скучно. И, конечно, я слушал аудиокнигу. У меня их всего 4 оказалось скачанных. Home Deus я уже дослушал вчера. И сегодня по второму кругу начал слушать «Атлант расправил плечи». Конечно, книга вызывает сильные эмоции, как такой нелюбви к всяким бюрократам, так и восхищение к тем людям, которые, несмотря ни на что, продолжают делать свое дело. После прихода в лагерь в 12 часов мы быстренько покушали, и проблема заключается в том, что больше делать абсолютно нечего. Куда-то идти гулять тут особо некуда, да и попозже хочу, может, на закате, чтобы красивее было. И есть особенность высокогорья. Ночью очень жарко, ночью очень холодно, днем очень жарко. Находиться в палатке фактически невозможно. Температура градусов под 50. Есть небольшой лайфхак, как хотя бы немножко сбить температуру внутри. Это вот наверх положить спальничек и как-то постараться его закрепить. Я вот закрепил такими камешками, петельками. Надеюсь, что не снесет, потому что часто, если ветер, то их просто сносит и все. В одном из своих предыдущих видео я рассказывал об условиях жизни в лагерях на восьмитысячниках и показал, как устроены туалеты в зависимости от лагеря и от высоты. Этот контент многим понравился, вы оставляли комментарии, что он уникален, раньше такого не видели, думаю, так и есть. Кстати, видео вот где-то здесь или здесь, сверху будет, вставлю ссылочку, кто не видел, можете посмотреть. Так вот, сегодня я решил еще поделиться небольшим таким лайфхаком, связанным с походами в туалет. Ни для кого не секрет, что ночью хочется зачастую, особенно на высоте, когда ты много жидкости пьешь, ты должен пить 2-3 литра жидкости. Хочется в туалет сходить тоже 2-3 раза в основном. А вылазить с палатки, с теплого спальника, когда на улице минус 10, минус 20, очень неохота. Поэтому есть очень простой лайфхак. Берем бутылку, она называется P-Bottle. Обычная простая бутылка, лучше с большим горлышком. И ночью ходим туда в туалет и таким образом никуда с палатки не вылазим. Конечно, ни в коем случае не стоит ее перепутать с бутылкой, где у вас хранится обычная питьевая вода. Ложите ее в обратную сторону. Кстати, если вам немножко прохладно, то такую же бутылку можно себе засунуть в спальник. Она будет вас немножко согревать. Скажите, вы знали о наличии такой P-Bottle? Пользовались или не пользовались? Оставляйте комментарии, мне тоже интересно читать и понятно, сколько этот совет, такой лайфхак является вам полезным и интересным. Доброе утро, друзья! Сегодня 11 сентября, мы идем с Intermediate Camp в ABC, в продвинутый базовый лагерь, и все грузы будут вести вот эти яки, которые стоят вокруг. Они всю ночь очень забавно звенели колокольчиками. Сейчас мы позавтракаем и их будут загружать. Всего у нас 26 яков. И что интересно, 3 яка на участника входит в пермит, 1 на шерпу, а за остальные нужно доплачивать $300 за одного яка за 3-4 часа его ходьбы. То есть как-то очень дорого. Но хорошо, что таких яков, за которые доплачивать, всего 9. Для меня стало открытием, что яков кормят цампой. Такими небольшими лепешками. Раньше тибетцы их сами ели. Сейчас кормят и яков. Причем, кажется, по якам им это очень нравится, такой деликатес.
Тем временем началась дележка нашего снаряжения между погонщиками яков. Кто что будет вести на своих яках. Все участники уже, наверное, час как ушли. Я остался один. Очень хочется поснимать, как все это снаряжение будут грузить вот на этих яков. Уже посмотрел, как их кормят сампо. Это очень классно. Мне кажется, иногда яки похожи на больших котов. Сейчас будут грузить вот этого среднего яка, и он был какой-то неспокойный. Если левого погрузили, он себе стоит и вообще не шевелится, то этот что-то бегал, брыкался. Сейчас посмотрим, как все пройдет. Ну, вроде без проблем. Не, он таки начал немного бушевать. Понадобилось около 20 минут времени, усилия 2 погонщиков и 1 монаха, чтобы загрузить вещи на этого неспокойного яка. Если честно, со стороны наблюдать за этим, конечно, интересно, но мне бы не хотелось оказаться на их месте. Перспектива быть наколотым на мощные рога яка меня вообще не прельщает. Не прошло и 2 часов, как выдвинулись яки, за ними выдвинемся и мы. Яки, кстати, забавно смотрятся на фоне солнечных панелей. Такой себе современный мир. И еще тот. Друзья, огромное спасибо за просмотр первой серии с моей экспедиции на Чоою. Искренне надеюсь, что вам понравилось. Ставьте лайки, не забывайте написать комментарии, я на все обязательно отвечу. А в следующей части мы уже поднимемся к ABC, продвинутому базовому лагерю на высоте 5700. Проведем ритуал Пуджа и, возможно, будем работать на горе выше. Она выйдет через неделю. Подписывайтесь на канал и до встречи. Слава держи, слава держи, слава.